Всем привет! Сегодня у нас горячая подборка новостей из мира технологий и искусственного интеллекта. Google показала, что ее квантовый чип способен открывать новые состояния материи и подталкивает спор о параллельных вселенных. В США формируется система контроля за искусственным интеллектом. Волтгема решает проблему утечек данных в машинном обучении. А пикаперы представили свою нейросеть Try Again Text. Инженер Дэйв Невинский построил лодку с руками вместо весел. На сцене музыкального ИИ новый игрок Mozart AI. Глава DeepMind Демис Хасабис говорит, что до настоящего AGI еще 5-10 лет. А Илон Маск запускает Grok 4 Fast, модель, которая обещает работать в 10 раз быстрее. Смотрите это видео до конца, чтобы ничего не пропустить. Все ссылки на модели и сервисы, представленные в этом видео, будут в моем телеграм-канале. В нашем телеграм-канале мы собрали все необходимые нейросети, которые требуются для выполнения тех или иных задач. Мы разбили 100 нейросеток по темам, которые необходимы при выполнении, будь то автоматизация, копирайтинг, кодирование. Таким образом, вы сможете легко найти нужную себе нейросеть. Переходите в наш телеграм-канал по ссылке в описании под видео. Начнем с открытия физиков, которые уже называют прорывом. Команда исследователей из Google, Принстона и Технического университета Мюнхена при помощи квантового процессора Willow смогла зафиксировать особое состояние материи, которое до этого существовало лишь в математических формулах и научных гипотезах. Его называют потоковое топологически упорядоченное состояние. Чтобы понять масштаб открытия, стоит вспомнить, как в обычной жизни мы имеем дело только с привычными фазами вещества – лед, вода, пар. Они описываются законами классической термодинамики и подчиняются строгим правилам равновесия. Новое же состояние полностью выбивается из этих рамок. Оно проявляется лишь тогда, когда система постоянно тревожит, подвергает повторяющимся колебаниям, лишает равновесия. Иными словами, это форма материи, которая не может существовать в покое. Для того, чтобы увидеть этот эффект, физикам пришлось создать специальный алгоритм, позволяющий визуализировать квантовые интерференционные узоры и проследить, как ведут себя экзотические частицы. Эти частицы до сих пор были лишь на страницах теоретических статей, а теперь их удалось наблюдать в реальности. Это означает, что квантовые процессоры вроде Willow становятся чем-то большим, чем просто инструментами для сложных вычислений. Они превращаются в полноценные лаборатории, где можно проверять теории, недоступные традиционным методам эксперимента. Особую интригу добавляет то, что подобные открытия напрямую связаны с дискуссиями о мультивселенной. Уже в 2023 году Willow прославился тем, что выполнил вычисления, на которые у самых мощных суперкомпьютеров ушли бы миллиарды лет. Тогда снова заговорили о гипотезе Хью Эверетта о множественности миров, идее, что наша Вселенная лишь одна из многих. Теперь же, когда удалось зафиксировать новый квантовый порядок, эти разговоры усилились. Конечно, это не доказательство существования параллельных миров, но каждое подобное открытие словно приоткрывает дверь в сторону сценариев, которые еще недавно казались фантастикой. В Соединенных Штатах постепенно формируется новая система контроля за развитием искусственного интеллекта. Компании OpenAI и Anthropic уже официально согласились представлять свои модели для проверки в Институте безопасности искусственного интеллекта, учрежденный в 2023 году указом администрации Байдена. Этот институт получил полномочия проводить независимые экспертизы еще до того, как новые системы будут выпущены для широкой публики. Речь идет о полном доступе к архитектуре и возможностям моделей, чтобы заранее выявлять риски от искаженных ответов и предвзятости до потенциально опасных сценариев вроде автоматизации вредоносных действий. Google по сообщениям тоже ведет переговоры о сотрудничестве, указывает на стремление властей создать единый стандарт для всех крупнейших игроков. Параллельно с этим на уровне штатов запускаются собственные меры. В Калифорнии недавно был принят закон, который требует от разработчиков встроенного аварийного выключателя, функции, позволяющей полностью остановить работу модели в случае выхода из-под контроля. Закон распространяется на наиболее мощные и дорогостоящие системы и предусматривает штрафы и судебные иски за нарушение. Это первый случай, когда государственные органы впрямую обязали компании внедрять механизмы самоуничтожения для цифровых систем. Все эти шаги показывают, что в США наступает новая эпоха, время почти бесконтрольных экспериментов с ИИ подходит к концу. Теперь не сами корпорации будут решать, когда и как выпускать свои продукты, а государство будет требовать доказательств безопасности. Это заметный поворот, и еще недавно стартапы соревновались за скорость выхода на рынок, а теперь ключевым фактором становится способность пройти независимую экспертизу. Ситуация напоминает введение регуляций в авиации или фармацевтике, где государство выступает гарантом
того, что инновации не превратятся в угрозу для общества. WorldGemma стала ответом на одну из самых болезненных тем в развитии искусственного интеллекта – защиту приватности. Долгие годы исследователи сталкивались с тем, что большие языковые модели, обучаясь на гигантских массивах информации из интернета, способны запоминать конкретные детали. Это значит, что из нейросети можно было вытащить телефонные номера, электронные адреса или даже целые абзацы текста, дословно повторяющие источники. Такой риск всегда ставил под сомнение безопасность и для массового применения. Google решила сломать эту парадигму и впервые внедрила в столь крупном проекте технологию дифференциальной приватности. Суть ее в том, что на каждом шаге обучения в данные добавляется контролируемый элемент случайности. Алгоритм выстраивает статистические закономерности и усваивает общие правила языка, но при этом никогда не хранит в памяти конкретные уникальные факты. Если в корпусе встречался номер телефона, модель поймет, как в принципе устроены такие записи, но сама последовательность цифр никогда не окажется в ее памяти. Технически WorldGemma остается трансформером, как и большинство современных языковых моделей, но она спроектирована под новые правила. Архитектура включает 26 слоев, а ее память ограничена примерно 1000 слов за один раз. Для гигантов вроде GPT-4 это немного, но именно такое ограничение позволило выдержать баланс между масштабом и жесткими правилами приватности. Обучение проходило на грандиозном массиве 13 триллионов токенов, собранных из научных публикаций, открытого кода и текстов из интернета, но тщательно очищенных от персональных данных и потенциально небезопасных фрагментов. Сам процесс требовал колоссальных ресурсов. Google задействовала более 2000 своих самых передовых специализированных чипов, которые параллельно обрабатывали более полумиллиона слов за один цикл обучения. Этот цикл повторялся сотни тысяч раз, и на каждом шаге в алгоритм встраивалась доза шума, размывающего индивидуальные данные. Такая инженерная комбинация сделала обучение не только возможным, но и практически доказала: даже отдельный фрагмент текста не может оказать чрезмерного влияния на модель. В испытаниях WorldGemma ни раз не выдала исходный пример, тогда как у традиционных систем вроде Gemma 3 такие утечки фиксировались. В итоге Google показала, создать мощный ИИ и при этом гарантировать защиту личных данных действительно реально. WorldGemma пока уступает по интеллектуальной остроте новейшим коммерческим моделям без ограничений. Но сама концепция становится новым стандартом. Это пример того, каким должен быть безопасный искусственный интеллект в будущем. Пикаперы решили подключить искусственный интеллект к делу обольщения и запустили нейросеть под названием Tray Agent Text. Ее основная задача – помогать тем, чьи переписки в приложениях для знакомств застряли на стадии «прочитано, но без ответа». Работает это довольно просто. Пользователь загружает скриншот диалога, а нейросеть придумывает подходящий вариант продолжения. Создатели уверяют, что алгоритм обучен на материалах лучших пикаперов и альфа-самцов, поэтому может не только предложить шутку или остроумный комментарий, но и подсказать, как удержать внимание девушки. По сути, сервис выступает в роли виртуального помощника по флирту. Он способен генерировать острые реплики, легкие подколы и даже миниатюрные заготовки для дальнейшего разговора. Авторы проекта обещают, что их инструмент поможет добиваться своего в переписках, когда фантазия начинает подводить. Однако есть и очевидные ограничения. Каким бы умным и ни был алгоритм, он не заменит живого общения. Нейросеть может подсказать, как красиво выйти из неловкой паузы, но на свидание за своего пользователя она, увы, пойти не сможет. Проект вызвал оживленное обсуждение в сети. Одни считают его удобным инструментом для тех, кто стесняется в переписке или не умеет придумывать остроумные ответы. Другие видят в нем скорее признак кризиса общения и новый виток кринжа. В любом случае, Tray Agent Text наглядно показывает, что искусственный интеллект все активнее вторгается даже в самые личные сферы жизни. Инженер из США Дэйв Невинский собрал лодку, которая гребет сама. Для этого он заказал у китайской компании Agilex Robotics 2 механических роборука, каждый по цене около $2500. Он закрепил их на веслах и полностью переписал программное обеспечение, чтобы движения напомнили настоящую греблю. Сейчас лодкой управляет с помощью обычного геймпада, как в видеоигре, но в планах у изобретателя сделать систему умнее и добавить автопилот. Тогда лодка сможет двигаться сама, а механические руки будут ритмично работать вместо человека. Идея выглядит одновременно комично и футуристично. На первый взгляд кажется, что это шутка, но проект работает. И лодка действительно движется по воде за счет роборуков. Невинский уверен, что это только начало. Такие технологии можно развивать дальше, превращая обычные прогулки в настоящий эксперимент с будущим. Роботы постепенно берут на себя все больше привычных задач. Теперь даже катание на лодке перестает быть чисто человеческим занятием и превращается в пример того, как техника меняет
меняет самые простые вещи в нашей жизни. На рынке инструментов для генерации музыки появился новый игрок – сервис Mozart AI. Его создатели обещают, что он станет настоящей студией в одном приложении. Система умеет создавать музыку по подсказке пользователя, подбирать вокал с помощью интеграции вроде Eleven Labs и SongGen, а также обрабатывать голос и превращать его в готовые треки. Baby, the flowers may leave you, but I will stay. Baby, the flowers may leave you, but I will stay. Late night city lights, I was missing you. При желании можно изменить настроение композиции или даже полностью сменить жанр. Интересно, что результат не остается сырым. Полученную запись можно сразу же доработать и довести до финального звучания. По сути, это не просто генератор, а гибкий инструмент, который может подойти как для любительских экспериментов, так и для более серьезной работы. Особенно привлекает внимание то, что пока сервис доступен бесплатно. В индустрии уже обсуждается, способен ли Mozart AI составить конкуренцию таким гигантам, как Suno, который стал одним из лидеров в области музыкального ИИ. Новый проект подкупает простотой и возможностью быстро получать качественные результаты. Теперь главный вопрос заключается в том, сможет ли эта разработка закрепиться на рынке и действительно изменить представление о том, как создается музыка. Пока пользователи только начинают знакомиться с инструментом, но многие уже видят в нем потенциального убийцу лидеров. Генеральный директор Google DeepMind Демис Хасабис выступил на конференции All In Summit и рассказал о том, как он видит современное состояние искусственного интеллекта и перспективы создания настоящего AGI. По его словам, заявление о том, что нынешние чат-боты уже обладают интеллектом уровня PhD, не соответствует действительности. На самом деле модели способны выдавать ответы примерно на уровне аспирантов, но при этом они легко ошибаются в простейших задачах школьной математики. Именно поэтому, считает Хасабис, до момента, когда можно будет говорить о подлинном искусственном общем интеллекте, остается еще от 5 до 10 лет. Он подчеркнул, что современные системы обладают так называемым рваным интеллектом. Это означает, что они могут блестяще решать узкие задачи, демонстрируют впечатляющие результаты в конкретных областях, но при этом неожиданно проваливаться в элементарных шагах рассуждения. Настоящий AGI, по его мнению, должен быть лишен подобных противоречий. Чтобы приблизиться к этой цели, индустрии предстоит сделать несколько крупных научных прорывов. Одним из ключевых направлений он назвал постоянное обучение, когда модель сможет обновлять свои знания почти ежедневно, а не оставаться замкнутой в информации, которой ее обучили изначально. Особые надежды в DeepMind возлагают на мировые модели нового поколения, такие как Gen 3. Это системы, которые обучают на видео и симуляциях, чтобы предсказывать динамику окружающей среды. По замыслу разработчиков, именно они станут основой для создания виртуальных агентов и роботов, способных не только генерировать тексты, но и действовать в реальном мире, опираясь на понимание процессов, происходящих вокруг. Хасабис также отметил, что прогресс в области искусственного интеллекта нельзя измерять одним универсальным индексом или числом. Намного важнее смотреть на набор конкретных задач и приложений, которые технологии помогают решать. В этом он видит реальное мерило успеха. DeepMind уже применяет такие подходы через дочернюю компанию Isomorphic Labs, где ИИ используется для поиска новых лекарств и ускорения цикла научных открытий от гипотезы до эксперимента. Таким образом, по словам главы DeepMind, путь к AGI остается долгим и непростым, но уже сегодня формируются ключевые направления, которые должны привести к созданию систем, действительно близких к человеческому разуму. Илья Суцкевич же, наоборот, более оптимистичен в прогнозах ИИ. И достаточно хорош, чтобы вы могли спросить себя: ладно, хорошо, через сколько-то лет, кто-то говорит, что через 3, кто-то говорит, что через 5-10. Называются разные цифры. Предсказать будущее немного сложно. Но медленно, но верно, а может и не так уж медленно, и будет становиться лучше, и настанет день, когда он сможет делать все, что мы можем. Не только некоторые вещи, а все. Все, чему я могу научиться, все, чему может научиться любой из вас, сможет делать ИИ. Кстати, откуда мы это знаем? Почему я так уверен? Откуда я знаю, что это так? Потому что у всех нас есть мозг, а мозг — это биологический компьютер. Вот почему. У нас есть мозг, а мозг — это биологический компьютер.
Так почему же цифровой компьютер, цифровой мозг не может делать то же самое? Это краткое изложение того, почему ИИ сможет делать все это. Потому что у нас есть мозг, а мозг — это биологический компьютер. И вы можете начать задаваться вопросом, что будет дальше? Что будет, когда компьютеры смогут выполнять всю нашу работу? Это действительно важные вопросы. Это серьезные вопросы. И когда вы начинаете об этом задумываться, то понимаете, что это немного пугает. Но на самом деле это только часть того, что будет дальше. Илон Маск снова удивил мир искусственного интеллекта. Его компания XAI запустила обновленную версию своей модели под названием Grok 4 Fast. Пока она доступна только в раннем доступе для премиум-пользователей веб-версии Grok, но уже вызвала большой интерес. Главная особенность новой модели – скорость. По сообщениям Testing Catalog, Grok 4 Fast отвечает до 10 раз быстрее, чем стандартный Grok 4. Пользователи отмечают, что ответы приходят практически мгновенно, что делает работу с чатом заметно более удобной. Веб-версия Grok тоже претерпела изменения. Теперь там появился отдельный раздел с журналом обновления, где фиксируются все новые функции. Среди последних встроенный калькулятор, конвертация единиц, улучшенная подсветка кода, а также возможность создавать видео на основе изображений из чата и управлять звуком в Imagine Audio. Эти нововведения делают сервис более универсальным и приближают его к полноценному инструменту для самых разных задач. Некоторые пользователи уже называют Grok 4 Fast самым быстрым искусственным интеллектом на Земле, но стоит отметить, что информация о модели пока основана на ограниченных источниках и не получила независимого подтверждения. Тем не менее, запуск версии Fast демонстрирует, что XAI продолжает активно развивать свой продукт и стремится сделать его конкурентоспособным на фоне других крупных игроков в области ИИ. Будущее онлайн-покупок все ближе, и теперь примерка одежды может происходить прямо на экране. Новая разработка показывает, что вместо случайных моделей покупатель может загрузить свое фото и увидеть, как выбранные вещи будут выглядеть именно на нем. Такой подход способен полностью изменить привычный формат интернет-магазинов, где до сих пор приходилось ориентироваться только на фотографии с другими людьми. Демонстрация технологии создана на базе платформы V0 совместно с инструментами Nano Banana, AI SDK и AI Gateway. Разработчики сделали рабочий прототип, который уже доступен для тестирования. Достаточно загрузить свое изображение, и нейросеть наложит на него выбранные товары. В результате покупатель получает возможность виртуально примерить одежду еще до того, как примет решение о покупке. Главная идея заключается в том, чтобы каждый мог создать собственный AI-витрин-магазин. Это значит, что небольшие бренды и независимые дизайнеры смогут предложить своим клиентам более персонализированный опыт без сложных интеграций и затрат на фотосессии с моделями. Подобный сервис делает онлайн-торговлю ближе к офлайн-магазину, где можно сразу оценить, подходит ли вещь по стилю и настроению. Хотя пока это лишь демонстрация, сам факт ее работы показывает, насколько быстро меняется рынок. Если еще недавно виртуальная примерка считалась чем-то из области фантастики, то теперь она доступна почти каждому. И именно такие проекты могут задать новые стандарты для интернет-торговли в ближайшие годы. Фрилансеры и компании начали зарабатывать на новые ниши и исправление кода, написанного с помощью искусственного интеллекта. Первые объявления о таких услугах появились на LinkedIn, где стали встречаться профили специалистов по очистке вайб-кода. Сначала это выглядело как шутка, но вскоре выяснилось, что рынок действительно существует. Разработчики Хамид Сидики рассказал журналистам, что занимается этим направлением уже 2 года и работает одновременно с десятками клиентов. По его словам, главные проблемы таких проектов связаны с тем, что сгенерированный ИИ-код хоть и работает, но часто выглядит сырым. Он перечислил типичные ошибки, несогласованный дизайн интерфейсов, слабая оптимизация, неуклюжие функции и неудачные цветовые схемы. Его задача довести такие прототипы до состояния, в котором ими удобно пользоваться. Подобные услуги предлагают и крупные компании. Vuelam Labs отмечает, что клиенты часто спешат выпустить минимальную версию продукта и проверить идею, но в результате получают технический долг. Без тестов, без продуманной архитектуры и без автоматизированных процессов любое изменение становится риском. Именно здесь, по словам компании, и нужны специалисты, готовые превратить экспериментальный проект в рабочее приложение. Для этого даже появились отдельные сервисы. Создатель сайта vibecodefixers.com Савантар Сохни говорит, что уже около 300 разработчиков зарегистрировались на его платформе. Пока таких проектов не так много, но сообщество растет. Сохни признает, что вайб-кодинг остается скорее инструментом для быстрых прототипов, чем для серьезной разработки. Чаще всего этим занимаются не программисты, а предприниматели или менеджеры, которым нужно показать идею. Но именно на этом этапе у них начинаются проблемы. Новые функции ломают старые,
исчезали, а расходы на использование ИИ растут. Тем не менее, он уверен, что вайп-кодинг останется важной частью индустрии. По его словам, искусственный интеллект способен быстро выдавать рабочий результат, но людям все еще приходится контролировать его и исправлять ошибки. Схожего мнения придерживается и сооснователь OpenAI Грег Брокман. Он отмечает, что пока ИИ оставляет программистам лишь самую скучную часть работы – отладку и развертывание, в будущем, считает он, модели смогут взять на себя и эти задачи. Аналитики же полагают, что именно программирование станет главным направлением применения генеративного искусственного интеллекта. Уже сейчас значительная часть запросов к языковым моделям связана с написанием кода, а спрос на тех, кто умеет доводить такие проекты до ума, продолжает расти. В ОАЕ представили модель искусственного интеллекта K2 Sync, которая уже вызвала настоящий ажиотаж в научном сообществе. Эта система создана с использованием всего 32 миллиардов параметров, но при этом демонстрирует результаты на уровне GPT-4, будучи в 20 раз компактнее. Такой прорыв бросает вызов привычной логике, что мощные ИИ возможны только при огромных масштабах и миллиардах параметров. Разработчики из Университета искусственного интеллекта имени Мохаммеда бин Заеда применили сразу несколько технических подходов, которые до этого почти никто не сочетал в одном проекте. Они построили систему на основе длинных цепочек рассуждений, внедрили обучение с проверяемыми наградами и стратегию «думай перед тем, как отвечать», которая сокращает расход токенов, но при этом делает модель умнее. Добавив масштабирование на этапе тестирования, спекулятивное декодирование и оптимизацию под специализированное оборудование, они смогли добиться уникального баланса скорости и качества. Результаты испытаний выглядят впечатляюще. На экзамене AMA 2024 K2 Sync показала 90,83%, что выше показателей большинства передовых моделей, которые не поднимаются выше 85%. В сложных математических конкурсах модель набрала почти 68% и обогнала системы, имеющие свыше 200 миллиардов параметров. Еще более удивительна скорость работы K2 Sync, способна обрабатывать до 2000 токенов в секунду на процессорах Cerebras, тогда как большинство аналогов ограничиваются примерно 200. Это разница между несколькими минутами ожидания и всего несколькими секундами при решении сложных задач. Особое значение имеет то, что модель обучалась только на открытых данных. В ее разработке не используются закрытые базы или коммерческие API, что показывает, передовой уровень рассуждений можно достичь без эксклюзивных ресурсов, полагаясь лишь на открытые источники и инженерное мастерство. Такой подход делает K2 Sync особенно ценный для исследовательских лабораторий и университетов, которым раньше было недоступно создание моделей такого масштаба. K2 Sync доступна в открытом доступе, и ее можно использовать без ограничений. В итоге главная новость не только в рекордной скорости работы, но и в том, что разработчики сумели разрушить миф о необходимости гигантских моделей. Теперь даже небольшие команды могут разрабатывать системы рассуждений, которые недавно считались прерогативой крупнейших компаний вроде OpenAI.